Продолжаем вязать пасхального кролика. Это моя заготовка. В этой части будем пришивать лапы и собирать кролика дальше. Я беру крючок номер 2,5 и хочу показать, как заканчивать вязание лап. Я связала 11 рядов по 8 столбиков без накида. Складываю лапы пополам и свяжу 3 столбика без накида, соединяя обе половинки. Первый столбик без накида, второй столбик без накида и третий столбик без накида. Так я лапу закончила. Нить вытягиваю и отрезаю кончик. Делаю последнюю петлю, отрезаю кончик. Готовы обе лапки. Видите, они абсолютно одинакового размера. Можно их приложить друг к другу, чтобы сравнить. Теперь свяжем подтяжки для брюк зайчику. Делаю первую воздушную петлю и набираю 26 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Хвостик вот здесь оставьте нитки подлиннее, потому что с помощью него мы будем присоединять подтяжки. Во вторую петлю от крючка вяжу столбик без накида. 25 столбиков без накида. И это будет наша подтяжка первая. И точно такую же свяжите вторую подтяжку. 25 столбиков без накида. 2 подтяжки. Сейчас я свяжу, покажу, как буду присоединять их. Подтяжки готовы. Первую подтяжку я буду присоединять на каком расстоянии. Сейчас покажу. Если взять центр от носа, от центрального примерно провести линию, то подтяжку я сделаю на расстоянии 3-4 петли от центра. Она должна у нас пройти вот таким образом. Отсюда перекрестится подтяжка, и ее должно хватить, чтобы впереди присоединить на пуговицу вот сюда. Руки будут придерживать подтяжку, и они не дадут ей упасть. И еще подтяжкой я закрою вот этот переход от белого к синему цвету. Расстояние между подтяжками, вот здесь сзади, будет примерно 7 петель. У меня есть 2 хвостика. Я их подхватываю пряжей под косичку тамбурного шва. Вытягиваю первый хвостик. И примерно через 1 петлю вытягиваю второй хвостик. Теперь делаю узелок двойной. 1, 2. Отрезаю лишние концы и прячу их внутрь кролика. Если вы немножко захватили наполнитель, то его палочкой нужно обратно спрятать внутрь кролика. Вот так подтяжка присоединена. Точно так же впереди можете привязать ниточку и присоединить подтяжку спереди. Впереди между подтяжками у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, тоже примерно 7 петель. И сзади между подтяжками тоже должно быть примерно 7 петель. Смотрите, как вот для симметричности у вас будет лучше расположить, как вам будет лучше подтяжки. Вот так их и пришейте. Пуговицы я не пришиваю. Посмотрите, такой маленький лайфхак. Я беру нитку того цвета, который пуговица должна быть пришита. Пропускаю ее сквозь обе дырочки. Вот такая получилась пуговица. Двойной узел делаю сзади, чтобы нитка не распустилась.
Вот один узелок и второй узелок. Все, лишнюю пряжу отрезаю. Кончики должны не выходить за границы пуговицы. Не должны выходить за границы пуговицы. И когда я пришью первую подтяжку, вот сюда я ее пришью, пуговицу просто сверху приклею суперклеем или термопистолетом. Посмотрите, выглядит как будто пуговица пришита. Вот здесь я уже использовала этот способ. Сейчас покажу, как пришивать лапки и делать мордочку. Чтобы пришить лапы, сначала я их намечаю. Беру булавки на расстоянии 1 ряд ниже, чем белая голова. Намечаю, где у меня будут располагаться лапы кролика. Вот так булавками. Можно примерить еще, как будет выглядеть при этом у вас подтяжка. Вот лапки примерно вдоль подтяжки должны идти. Чтобы не искать нитки такого же цвета, я беру Yarnart Jeans, отрезаю нитку и делю ее пополам. Вот здесь 4 части в нитке. Я делю на 2 части по 2 нитки. Вот так разделяю. Они скручены, поэтому немножко нужно приложить усилия, чтобы они не запутались. Готова моя нитка для пришивания. Я ее заправляю в толстую иглу, делаю узелок на конце и начинаю пришивать. Чтобы лапы сильно не торчали в сторону, можно вот так с внутренней стороны сделать несколько стежков, вот, и прикрепить их. Либо пониже, наоборот, уже когда вы пришьете лапы в этом районе, сделать так, чтобы лапы не торчали. Немножко пришить их 1-2 стежками, слегка пришить с внутренней стороны. Аналогично пришейте вторую лапку. Пришиваю уши. Для этого пряжу на Капариш поделила тоже пополам. У меня получилась такая тоненькая нитка. Я немножко одним стежком уши вот здесь ушью, чтобы они были узенькими. У основания беру кролика. И на самом верху, на голове, начинаю пришивать. Одно ушко я уже пришила. Сейчас буду пришивать второе ухо.
ниточки лишние от ниток прячу внутрь головы. Уши пришиты, остался последний этап: пришить глаза, вышить мордочку. Возьму маленькие вот такие бусинки черного цвета, диаметр меньше 1 сантиметра. Вот я беру обычную швейную иглу и обычную черную тонкую нитку. С внутренней стороны прокалываю и вывожу сюда на лицевую сторону. Хвостик просто нитки вот здесь оставлю, и с помощью этого хвостика буду потом фиксировать. Одеваю первый глаз и пришиваю его. Нитку пока не затягиваю. Это просто у меня первые пару стежков наметки. Если что, их можно легко вытащить, если вам не понравится. То всегда можно исправить. Вывожу нитку на противоположную сторону, где был второй глаз, и смотрю. Придерживаю нитку на внутренней стороне, сзади кролика, и теперь затягиваю обе ниточки. Опять продеваю нитку через первый глаз, вывожу около второго глаза, протягиваю во второй глаз и опять сейчас буду затягивать. Теперь сразу вышиваю брови. Последний стежок для рта. Нужно постараться вывести иголку где-нибудь здесь вот поближе. Вот ротик.
вышит. И вот сюда, чтобы сделать итоговый узелок. Все, нитки зафиксированы. Отрезаю лишние нитки. С помощью крючка опять же прячу нитки внутри головы кролика. Все. Ну что, кролик практически готов. Осталось только сделать ему бантик. Бантик я приклеиваю на клей. На термопистолет или на обычный клей. Теперь у меня 2 пасхальных кролика. Если вам понравилось, обязательно свяжите такого же кролика. Пару слов расскажу о том, как я сделала корзинку с яичками. Корзинка это просто связана по кругу несколько рядов. Примерно 2 ряда я вязала с прибавками. 3-4 ряд уже вязала без прибавок. У меня порядка 20 столбиков без накида в последнем ряду. И ручка, воздушные петли, в обратную сторону столбики без накида. Яички я делала из шерсти для валяния. Я скатала несколько маленьких клубочков с помощью мыла. И такие получились яички. Корзинку кролику можно пришить к лапе или просто приклеить на ваше усмотрение. А веточку вербы тоже я нашла мастер-класс на ярмарке мастеров, по-моему. Вот, я пришью вот так лапку и в лапку зайчику положу веточку с вербой. Если вы вязали вместе со мной, я поздравляю вас. Ваш кролик уже готов. Вы можете подарить его своим родным и близким или украсить свой стол на Пасху. Если вам понравился мой видеоурок, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Я всегда отвечаю на ваши вопросы. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.